Друзья, всем привет! Начну это видео с самой главной новости, которую я очень долго ждала, целый год. Мне наконец-то дали газ. Но об этом я вам расскажу чуть попозже. Сначала я вас приглашаю на шопинг вместе со мной. Сегодня субботний денек, очень солнечный, погода такая достаточно прохладная, сегодня плюс 24. Ой, Мася бежит, Масюта бежит. Где она там? Вот, Мася. Мася, Масютка. Сегодня я еду в районный центр. Сегодня я еду в районный центр. Хочу купить продуктов. Хочу купить дыню, арбузик и сыр. Хочу купить сыр, потому что у меня выросло очень много шпината. И хочу испечь пирог с сыром и шпинатом. Кстати, у меня появились новости хорошие. Чуть попозже я вам о них расскажу. А сейчас я хочу показать вам немножко районный центр, в котором я побываю. Я сейчас жду такси. Оно приедет, и я вам немного поснимаю, покажу, расскажу, как, что у нас находится в районном центре. Вы со мной немножко пройдете по магазинам, посмотрите, как я вообще езжу за покупками. Но у нас здесь вообще есть два магазина продуктовых, к слову сказать. Однако в этих продуктовых магазинах не всегда бывает то, что я хочу. Например, сыр, который я люблю, моцарелла, его не бывает в этих магазинах. Поэтому я еду в местную пятерочку в районном центре и все вам покажу, расскажу. Вот видите, мой сладкий кот. Мася за мной бегает, белка где-то гуляет. Кнопа спряталась дома, она сидит как Триша дома, очень пугливая такая. Буся гуляет, Вася гуляет, Мася со мной по саду. В местном районном центре есть сетевые магазины, такие как Пятерочка, Магнит, Магнит Косметик, Бристоль. Также есть магазин Чижик, строительные магазины, есть рынок, есть аптеки, есть церковь. То есть там такой полноценный городок. На такси до него добираться 10-15 минут максимум. Это я рассказываю для вновь пришедших моих подписчиков, которые думают, что я живу в какой-то глуши. Нет, друзья, не, я не в глуши, все со мной в порядке, здесь есть цивилизация. А такой запал на продуктовый шопинг у меня возник по причине того, что у меня наконец-то есть возможность готовить на газовой плите и в газовой духовке. В общем, у меня куча идей, что испечь, что приготовить, поэтому я еду закупаться продуктами. Кстати, пока я ходила по магазину, я нашла необычный сорт арбуза. Он желтый, называется яйцо дракона. Впервые такое вижу, но я не решилась их взять. Купила обычный классический. Всю мою продуктовую корзину я вам покажу чуть попозже. Не буду снимать, что я здесь беру, что покупаю, что выбираю. Хочу вам показать просто атмосферу нашего районного центра. Так, значит, друзья, я закупилась в местной пятерочке. Иду в соседний магазин Магнит. Мне там нужно еще кое-какие продукты докупить. Вот, там же у нас есть местный рынок и палатки, в которых продают арбузы, дыни. У нас в селе, в деревне, в принципе, их тоже продают, но там мне не нравится. У нас не такой большой выбор, кстати, как вот здесь. Здесь больше продуктов, можно выбрать что-то. У нас, конечно, тоже завозят дыни, арбузы, но мне, если честно, проще довести арбуз на такси, чем на велосипеде от местного магазина. Это тоже, кстати, плюс поездок вот таких вот в местный районный центр. Наш местный районный центр — это такой небольшой городок провинциальный. Здесь есть все, что душа пожелает, вся инфраструктура. В принципе, как в городе в обычном, только он такой вот маленький, небольшой. Его можно обойти пешком.
Что мне здесь очень нравится в этом городке, здесь малоэтажные строения. То есть все дома очень низкорослые, скажем так, максимум 2 этажа, и то это в центре. Вот, а в основном, как обычный частный сектор. В Краснодарском крае есть замечательный городок Ейск, по которому я периодически скучаю, потому что там живет вся моя родня по маминой линии. Вот этот городок мне как раз напоминает этот город Ейск. В общем, я добралась до Магнит Косметик. Сейчас я куплю здесь себе оттеночный бальзам и также кое-что докуплю из продуктов. Вот такой вот провинциальный городок. Здесь можно увидеть обычные дома, обычные участки. Очень мне напоминает мой родной Ейск. Чем-то похоже очень. Тоже так же частные домики, магазины все необходимые. Иду показывать вам местную церковь. А также ищу... Ой, сколько ворон. Кошмар. А также ищу местную лавочку фруктовую, где бы купить дынь колхозниц и арбузиков. Но пока я видела только большие арбузы, мне хочется найти маленький. Вот, кстати, и эта церковь. Очень интересная церковь. В этой церкви я ни разу не была. Хочу зайти внутрь, посмотреть, что там внутри. Очень люблю разглядывать убранство разных церквей. Это своего рода история. Это очень интересно и красиво. Вот такая вот церковь голубого цвета. Купола, вон там не видно. Наверное, она сегодня закрыта просто, не знаю. Нет, открыта, по-моему. В общем, сейчас попробую зайти. Вроде бы открыта. Вот такой вот купол. В этой церкви я оказалась единственным посетителем. Кроме меня там работал продавец в церковной лавке, и больше никого не было. Поэтому я внимательно разглядела все иконы, которые здесь были. Здесь очень много старинных икон. Это своего рода ценность. Очень интересно разглядывать историю. Здесь, кстати, пока я ставила свечи некоторым святым, я почувствовала необычное состояние, знаете, такое, когда полностью отключаются все мысли в голове, и звучит такая тишина внутри. Это очень редкое состояние, которое очень редко меня посещает, но в этой церкви необычным образом оно снова возникло. Это очень ценное для меня состояние. Те, кто знает, что такое, когда отключаются мысли в голове и наступает полный штиль, наверное, меня поймут. Потому что внутри при таком состоянии возникает некое такое умиротворение, спокойствие. Знаете, это очень приятное состояние. При церкви есть небольшой такой ухоженный красивый сад, очень приятное место. В центре, возле Дворца культуры, есть небольшой такой вот сквер, очень приятный, красивый, ухоженный. Здесь есть детская площадка, есть качели, есть фонтан. В общем, очень-очень приятно здесь гулять. К слову сказать, этот городок был основан аж в XVI веке при Иване Грозном. Еще представляете, какая раритетная история у этого городка, если поизучать, скажем так, архивы. В общем, вот здесь вот я показываю мостик для молодоженов и беседку. В общем, я купила здесь все необходимое и еду домой показывать вам, что же я купила. Так, я, значит, беру вот такой вот фарш из индейки, покупаю индишачье мясо, буду из него делать котлетки. Также я беру стейк грудки, филе индейки,
исключительно индюшку беру, очень редко курицу, ну иногда курицу беру тоже, но вот в индейке, как говорят, нету всяких там гормонами, короче, ее не колят, индейку. Почему? Потому что она быстро погибает, вот, а курицу очень активно колят, поэтому индюшачье мясо, оно самое чистое, я беру вот на Нидерланд. Это не реклама, если что, это просто мои предпочтения. Так, дальше, я очень люблю охотничью колбаску, папа может, такую вот, ну, нарезки. Так, вот это еще один стейк грудки индейки. Я сразу закупаю много, на месяц примерно мне хватает вот этого всего, потому что мясо я не часто ем. Все кидаю в морозилку, потом из этого готовлю. Сыр моцарелла. Сыр моцарелла очень люблю добавлять в пиццу, кстати. Ну и также очень люблю делать с ним салаты овощные. Вот свежие огурчики, помидорчики туда хоп-хоп-хоп покрошил, сыру добавил, просто песня. Также в пятерочке я купила хлеб местной пекарни, не удержалась. Там прям вот свежий был, тепленький еще. Кстати, хлеб я практически не ем, но покупаю иногда свежеиспеченный. Не могу устоять перед запахом. Шариками, крупная такая долька. Также я сказала, что буду печь пирог со шпинатом и сыром. Вот взяла обычный российский сыр. И вот еще какой-то легкий свежий ряд. Ну, дешевый обычный сыр для пирога пойдет. Также я накупила всяких вкусняшек, типа баунти с ананасом. И вот такая вот вафелька, детский шоколад с вафлей. Мне очень нравится. В пятерочке только такой продается. Это к чаю. Значит, очень люблю мармеладных мишек. Простите меня, я ем иногда всякие гадости. Также в местном ларьке я купила плоские персики. Обожаю просто плоские персики. Они такие всегда мягкие, ароматные, сочные, вкусные. В общем, люблю их. Также я купила дыню колхозница. Люблю именно такие дыни. Почему? Потому что торпеды мне не очень нравятся, если честно. Покупаю колхозницы зрелые. Они пахнут просто божественно. Это еще одни мармеладные мишки. В этот раз это были мишки в Чижике. Очень дешево. 50 рублей, по-моему, всего 140 грамм, 150 рублей. Очень люблю такой мармелад. Также мне понравилась такая зеленая кружечка. Еще одну взяла пластиковую. У меня уже есть такая, но взяла еще одну. Пусть будет 2. Своей картошки у меня еще пока нет молодой. Я ее посадила в этом году очень поздно, потому что были морозы, заморозки. И я купила немного молодой картошки. Иногда отвариваю ее и кушаю. Но у меня в планах сделать своих малосольных огурчиков с чесночком, который я вырастила, с укропом, который я вырастила. И огурчики, которые я вырастила, я буду делать из них малосольные. И вот с этой картошечкой сделаю. Божественный будет просто. Так, это оттеночный бальзам для волос хочу попробовать. Больше не хочу красить волосы, просто буду оттенками как-то, ну, делать оттенки. Также я очень люблю вот такие витамины ХАС, они называются, по-моему. Ой, слушайте, так плохо видно, наверное, не знаю. Темно, кажется. В общем, я люблю вот такие витамины со вкусом апельсина. Здесь витамин С, витамин В1, В2, В6, В12. Очень вкусно. Кидаешь просто в воду шипучую таблетку, туда льда, и просто божественный и полезный, божественный и полезный лимонад получается. Так, это соус чесночный. Я купила для пиццы. Иногда ко мне мама с пельменником приезжает, они едят пельмени с этим соусом. Также купил какой-то творожный сыр, ни разу такой еще не пробовала. Связа какой-то. Посмотрим, что за сыр. Еще я взяла баунти со вкусом манго. Впервые такое вижу, решил попробовать. Также купила миндаль сушеный, кишью. Взяла специю, прованские травы, пригодится. Взяла крылышки по-мексикански, это для гриля. И шампиньоны для этой, господи, как ее, для пиццы. Вот это моя продуктовая корзина. В принципе, этих продуктов я не могу найти в нашем местном магазине продуктовым, да, таких вот продуктов здесь нет. Ну, за исключением там каких-нибудь вкусняшек, более-менее их можно купить, но, опять же, не все они есть и не всегда. А также я купила, конечно же, арбуз, друзья мои, на 8 килограмм взяла арбуз. У нас здесь тоже продают арбузы.
Но, к сожалению, на велосипеде я большой арбуз точно не довезу. Вот, а на такси его довезти проще. Поэтому я на 8 килограмм еще купила в районном центре арбуз. В общем, вот, друзья, такая у меня продуктовая корзина, за которой я иногда езжу в местный районный центр. Это происходит где-то 2 раза в месяц. Вот так вот я покупаю все продукты, которых нет у нас здесь в местных магазинах. Ну и сейчас буду резать арбуз и завтракать им. Я очень проголодалась и хочется пить. И заодно расскажу вам очень приятную новость. Так, друзья, режем арбуз, значит. Смотрим, что с арбузом. Кстати, если постучать, то классный вроде арбуз. Ну, вроде хороший, спелый. Сейчас посмотрим, какой по вкусу. Давно 100 лет не ела арбузов. Вообще, вы знаете, я ем арбузы ложками. В чем прелесть жизни в одиночестве? Это когда вы можете взять ложку и поесть спокойно арбуз, не разрезая его. Понимаете, я люблю делать вот так. Отличный спелый арбуз. Очень вкусный. Так, друзья, в общем, я решила рассказать вам мою историю с газом. У меня, кстати, появились соседи. Соседний дом купили. Соседи очень хорошая семья. Я говорю тихо, боюсь, что слышат соседи. У меня появились соседи, и я теперь стесняюсь при них снимать видео, громко кричать на своем участке и так далее. Я решила рассказать все-таки историю с газом, как я его проводила в дом. Это целая эпопея, друзья. Не описать словами, наверное, но я постараюсь. Значит, когда я купила этот дом, мне хозяйка сказала, что вот-вот уже должны подключить газ, что уже его ведут, и дом будет дороже стоить намного, когда уже он будет газифицирован. Вот, поэтому как бы получилось так, что я успела купить дом не газифицированный, но подготовленный к установке газа. И получилось у меня его, конечно же, купить намного дешевле, чем если бы он был газифицированный. На момент покупки дома в нем, значит, уже установлен был газовый котел напольный, уже была отопительная система, полностью сделана как бы в доме, да. Как мне сказали хозяева, что ведут уже газовую трубу к нашему дому по путинской программе. Ну, все, наверное, слышали, что Путин... Мася-то гуляет. Масюта, иди сюда. Тут со мной Мася гуляет. Ты мой сладкий. Масюта со мной гуляет. Вот она. Вот у Масютка. Мы такие хорошие, да, Мася? Покажись. Мяу. Вот какие мы киси. Мася очень похожа на маму, прям копия. Все повадки, бусины. Все точно так же делает, да даже выглядит как мама. Ну иди гуляй дальше, иди. На чем я остановилась, да, значит, я так понимаю, это программа по бесплатной газификации домов вот в сельской местности. Вот, ну как она, условно бесплатная, конечно. Я так поняла, что суть программы этой в том, что до границы вашего участка газ проводят бесплатно, газовую трубу проводят бесплатно. А дальше от границы участка до дома платит сам хозяин. Вот это вот проведение газовое. Что, собственно, случилось со мной? Я сама оплачивала вот этот участок, там, где прокладывали газовую трубу, от границы участка до моего дома я оплачивала сама, получается. Вышло это мне ни много ни мало, а целых 70 тысяч. Вот, вы, наверное, видели, я снимала видео в марте месяце, когда приехали газовщики, газовая служба, и мне весь двор перекопали, вырыли огромную траншею, проложили газовую трубу, провели газовую трубу по внешней части дома, завели ее внутрь, довели до газовой плиты и до котла. Значит, я сама оплачивала установку дымохода, плюс материалы, и установку вентиляционных труб, и плюс материалы, получается, да. Это мне вышло, по-моему, 32 или 35 тысяч, что-то такое, что-то около этого. Ну, конечно же, я купила новую газовую плиту, потому что та, которая старая стояла от предыдущих хозяев, она уже была настолько старая, что было просто страшно ей пользоваться. Я съездила в местный соседний городок,
где продают газовые плиты, и купила там плиту Гефест. Очень комфорт, зажигается просто. Немного надавливаете, поворачиваете, ждете секунды 2-3, отпускаете, горит. Можно я Включается попробую? также. Конечно, пробуйте. Тут любой, да? Любой, ну вот начните. Вот это, наверное, самый последний. Да, Тут вот средний. написано какая-то вот. А нет, вот ближний нарисован. Вот. А. Нажимаете и влево поворачиваете. Все, Ага. отпускайте. Все. Это вот Это- слабже, сильнее. Ага. А Самое сильное так, это режим малого горения. Там вот чуть-чуть будет. как выключить? Выключите, обратно поворачивайте. Вправо. Ну, чтобы вот эти вот метки наверху были. Это маленько. Ой, а Чуть-чуть подольше. Всё, вот. Все, выключила я. Духовка включается тоже так же. Тут вон градус показан. Она плавно сжигается, вот видно. А, вон там внизу, да, Да. горит. Перед первым использованием вот так ее прокалите где-нибудь минут 30-40. Чувствуете запах неприятный? Краска обгорает. Пока не чувствую. Сейчас успеем. А выключать? Выключать так же. Вот это, да? Да. Его нажимать не обязательно, включать, просто повернуть. Ну, это таймер тут разберется. Звездочку видите? Так, Совмещаете ее вот с этой вот черточкой. так. Нажимаете, газ пошел. Несколько раз можно будет нажать, если не зажгется сразу. А здесь видно, как горит. Да, горит. Ну его и слышно, слышите? Мгм, да. Где-то секунд 20-30 ждете. Нам дверь не было уходить. Все, пустили, зажегся. Это на фитиле он горит. Чтобы прибавить, против часовой стрелки поворачивайте. Также цифру вот совмещайте. Сильнее. Однерка, двойка, сильнее тройка. Ну, у вас, наверное, Там зимой поймете, как Да, да, да. поставить сначала как это. А выключить на как? двоечку поставите. А там уже Выключите поймете. вот В обратную сторону. в обратную сторону до звездочки. Звездочка на это? фитиле. Точка. Точка Поставите. выключения. Совсем выключится. Ага. То есть вот чуть-чуть повернули. Сейчас. На чем я остановилась? Газовую плиту я сама покупала, да. Она мне обошлась, по-моему, около 30 тысяч. Я уже сейчас точно не помню. 30, 35, 37, может. Уже не вспомню. Но где-то около этой суммы. Я ее купила весной этой, кстати. Потом, что, когда мне прокопали вот эту вот трубу от границы участка до моего дома, потом, когда мне установили дымоход и вентиляционные трубы, приезжала комиссия, смотрела, что у меня как. Также меня попросили установить точно вытяжную вентиляцию, то есть когда воздух, поступает в помещение, это возле дверей мне сделали еще одну вентиляцию внизу, рядом с полом. Также меня за свой счет попросили загерметизировать дымоход. Почему-то это не сделал установщик дымоходов. Я, кстати, об этом не знала. Нужно было его попросить, но ладно. Пришлось самой герметизировать этот дымоход. То, как мне, кстати, делали вентиляционные трубы, это отдельная история. Не могли попасть, старались не задеть электрический провод. В общем, это геморрой еще тот, был. Вот, что еще? Также меня просили поставить какой-нибудь экран позади газовой плиты, из негорючего материала на стену. В общем, я когда буду делать ремонт, я туда поставлю основательно какой-нибудь или плиткой там обложу. В общем, там будет по-нормальному все сделано, но сейчас там стоит негорючий шифер или что там, какой-то материал, который не горючий. В общем, стоит временно. После того, как всю комиссию проверила, я оформляла документы. То есть мне создавали договор на поставку газа. Это мне обошлось, все документы вот эти вот, на оформление, вот это мне все обошлось примерно в 7 тысяч. Также мне проект, технический проект, по-моему, это называется, да, по газификации дома, он тоже платный, он стоит 8 тысяч. Вот я сейчас сижу, вспоминаю, что я еще платила, потому что был бесконечный какой-то платеж, нужно платить. В общем, если вы сейчас сложите все вот это в одну единую сумму, вот это приблизительная газификация моего дома, вот во что мне она обошлась, да,
Не считая того, что газовый котел у меня уже был как бы установлен, все для него было сделано. В общем, предыдущие хозяева мне продали дом с уже установленным газовым котлом. Это все я хотела сделать еще в том году, когда только заехала в дом. Заехала я где-то в конце июля, в начале августа. Но, к сожалению, мои обивания порогов у различных инстанций никакого эффекта не принесли. До морозов мне так не успели все сделать. Но зато, слава богу, в марте месяце какая-то движуха началась по газу, и, слава богу, все-таки его провели. Но мне предстоит следующий этап. Это еще не все, друзья. Проживая зимой в доме и отапливая дом печью, я поняла, насколько эффективна моя отопительная система. Эффективна в кавычках, да, потому что, как вы знаете, у меня есть холодная комната, то есть это бывшие сени, из которых предыдущие хозяева почему-то решили сделать жилую комнату. Но, несмотря на то, что там отопительные трубы стоят, несмотря на это, даже когда я растапливала дом до 24-25 градусов, все равно в этой комнате было прилично прохладно. Раньше в деревенском доме это были обычные сени, которые вообще использовались как холодильник зимой, на минуточку. В общем, теперь мне предстоит вот эти трубы, которые в холодной комнате, их отрезать. Также мне предстоит отрезать отопительную трубу от печи, которой я отапливала этой зимой дом, потому что в ней установлен котел, отопительная труба как бы подведена к этому котлу, но под конец зимы этот котел, то ли он лопнул, то ли что, в общем, на печи образовались огромные такие подтеки, стала сыпаться с нее штукатурка, котел в печи уже неисправен, и Бог, видимо, меня сберег, дал возможность поотапливать дом печью только одну зиму. На вторую зиму эта печь уже, она как бы опасно ее топить. Я вызывала печника зимой, он смотрел все трубы, дымоходные трубы на моих печках. И вот на этой печи, которой я отапливал дом, дымоход был не совсем исправен, скажем так. Поэтому логично отрезать отопительную систему вот от этой печи. Почему? Потому что будет расход отопления намного больше, расход газа намного больше. Если оставить эти трубы, по факту если я буду отапливать холодную комнату, эти сени, да, то получится, что расход газа будет гораздо больше. Если я буду также отапливать воду, которая находится в старой печи, в котле старой печи, тоже буду отапливать, да, и что это получится? Это будет огромный расход газа. И, конечно же, большие платежи. Поэтому этим летом я планирую еще отрезать вот эти отопительные трубы. И также у меня труба, которая идет к полотенцесушителю в ванную комнату, периодически замерзала. В морозы у меня в ванной комнате было очень холодно, потому что замерзала труба. Вот эта вот и отопительная, которая ведет горячую воду к полотенцесушителю, ее постоянно приходилось отогревать феном. Это был полный геморрой, если честно. Я почти всю зиму прожила с холодным туалетом, с холодной ванной. И вот эту трубу тоже придется переделывать, чтобы она была в доме, находилась в доме и не замерзала. Сейчас она находится прям в дверном проеме, на пути во двор, получается, да. В общем, вот такие работы еще предстоят. В общем, вот эту вот печь, которой я отапливала дом зимой, ее, конечно же, нужно ломать, потому что проще сломать, чем отремонтировать. В нее монтирован огромный котел, который прогнил. И, по сути, эта печь, если ее топить даже отдельно, да, если от нее отрезать отопительную трубу и просто оставить как печку, да, она будет отапливать дом только сверху, потому что внизу у нее установлен котел, и он нагревается только в случае того, когда, в него поступает горячая вода, да, если там этот котел просто так оставить без воды, конечно же, она будет наполовину холодная. То есть смысла в этой печи, по сути, нет, ремонтировать ее нет смысла, я ее буду ломать. Но проблема в том, что если ее ломать, в крыше от дымохода останется дыра, и ее тоже нужно как-то латать. Короче, я, наверное, отложу вот это дело на следующий год.
В общем, мало того, что вот эти заботы у меня, так я еще, конечно, в этом году хотела вместо деревянных окон установить пластиковые, потому что у меня деревянные окна в вахтунговом просто состоянии, там все перекошены, оконные проемы все перекошены, деревянные рамы все перекошены, кое-где треснутое стекло, там вот в этом проеме между двумя стеклами очень много мух. Короче, сифонит зимой эти окна, приходится их замазывать. Это тоже отдельная моя боль, которую мне не удалось реализовать в этом году, потому что все средства ушли на газ, плюс вот я буду делать еще отопительную систему, переделывать, чтобы у меня дом нормально отапливался. Плюс еще я внутри хочу установить двери. Внутри я устанавливаю дверь между вот этой холодной комнатой и основной частью дома, да. И в кладовку тоже дверь хочу поставить, потому что оттуда, там, где вход на чердак, там очень зимой холодно в этой кладовке, и этот холод весь идет на кухню. Получается, я отапливаю кухню, а она охлаждается еще вот открытым пространством, открытым дверным проемом из кладовки, получается. Ну, вы знаете, тут мне хейтеры пишут: Наташа, ты планировала обустроить свой дом, как там, что там, ремонт сделать и еще что-то. Ну да, я планирую, но все это в один год. Извините меня, это нереально сделать, тем более одному человеку. И то, что мне по силам, я делаю. А то, что не по силам пока, я откладываю на будущий год. То есть вот такая история. Друзья мои, я не дочь Рокфеллера. Нужно это понимать. Как бы я, конечно, стараюсь зарабатывать денежку и делаю все в меру своих сил и возможностей. Вот. И зимой я также планирую покрасить стены внутри дома полностью уже в белый цвет. Прошлой зимой я покрасила их только в спальне. И, к сожалению, мне краски не хватило на весь дом, поэтому зимой у меня будет время как раз покрасить стены в белый внутри дома. Работы в этом доме не на 1 год, друзья мои. Чтобы здесь обустроиться более-менее как-то, нужно очень много сил, средств и вложений. Вот. А как вы понимаете, все это делаю я одна. И по мере своих сил я делаю, конечно, что-то, но не все в 1 год, как говорится. Все постепенно. Вот, кстати, друзья, вот те, кто мне пишут тут в комментариях, постоянно меня в чем-то хейтят, что я не занимаюсь ни домом, ни участком, какие-то претензии мне люди выставляют насчет того, что я не занимаюсь домом и участком. Блин, вы не представляете, сколько я уже сделала. Одна. Я, кстати, хочу записать такое отдельное видео, где подведу итоги за год, но это будет осенью, скорее всего, я такое видео запишу и расскажу, что я уже сделала и сколько я вложила в этот дом. Дофига, если честно, очень много всего я сделала. Наверное, не каждая женщина, которая живет одна, может такое сделать, а я сделала, на минуточку. В общем, друзья мои, если вы что-то с меня требуете, чтобы я вам показала ремонт, как я тут упахиваюсь и устаю очень сильно, что-то делаю по дому. Я, конечно, что-то показываю частично, но тем не менее всем этого мало. Что успеваю, то снимаю, что успеваю, то рассказываю, что не успеваю, но извините, я не обязана перед всеми отчитываться, что я сделала, что не сделала, как бы, да. В общем, вот, друзья, такая история с газом. Тем не менее, несмотря на то, что у меня еще много всего предстоит, что сделать в этом доме, и на будущий год я планирую эти дела, в этом году, я считаю, внушительная такая работа была проведена. Газификация дома — это, на минуточку, тот еще геморрой. Получается, я с этим мучилась год, с газификацией дома, несмотря на то, что уже все было готово. Газопровод был подведен к границе моего участка, вот, а все остальное мне пришлось делать целый год. Но, слава богу, все уже завершилось благополучно. Теперь я могу готовить на газовой плите. Друзья, я так разошлась, я столько всего приготовила, наснимала вам. Вот здесь я рву базилик, который пойдет в пиццу. В общем, я тут говорила про пирог со шпинатом и сыром, ну, я его покажу чуть позже, а пока расскажу рецепт пиццы моей. На тонко раскатанное тесто я добавляю оливковое масло и равномерно его распределяю кисточкой.
Затем я раскладываю равномерно кусочки филе индейки или филе курицы тоже можно. Сюда же можно положить шампиньоны. Затем я посыпаю кусочки мяса сушеным орегано. Это передаст особый аромат пиццы. Затем я добавляю сюда кусочки моцареллы. Равномерно их распределяю. Еще можно сюда добавить любой соус, чесночный или кисло-сладкий. Я сюда добавила кисло-сладкий, все по вкусу. Еще я выкладываю сюда кусочки помидоров. А также я очень люблю в пицце болгарский перец. Я покупаю зеленый перец долма. Он очень ароматный, душистый. В общем, без этого перца я не представляю пиццу, если честно. Ну и, конечно же, я нарвала очень много шпината и вот так вот кусочками тоже его распределила по всей пицце. Также я потерла на мелкой терке сыр российский и тоже очень много обильно посыпала пиццу им сверху. Ну и финальная часть. Сверху я украсила пиццу листьями базилика. Базилик придал этой пицце просто божественный аромат. Сочетание с орегано, с болгарским перцем. Ну, я не знаю, как это описать. Это было очень вкусно. В общем, вот здесь я заворачиваю края пиццы, чтобы из нее ничего не вытекало, не вываливалось. В итоге у меня получилась вот такая вот красота. Теперь отправляем ее в газовую духовку. Это было мое первое блюдо в газовой духовке, поэтому я здесь настолько разволновалась, что даже забыла, на сколько градусов и на какое время я ее ставила. Просто смотрела по виду, готова она или не готова. В общем, в итоге пицца получилась наивкуснейшей, такой, какую делали в ресторане «Домашняя Италия», который я любила посещать, когда жила в городе. У нас тут стояла жара 30-градусная. И, конечно, я не могла растапливать русскую печь, чтобы в ней, как в духовке, что-то поготовить. Да? Я готовила все на электрической плите все это время. Вот год я живу, я готовила все на электрической плите. Плюс иногда затапливала русскую печь и готовила что-то в ней. Вот. А в 30-градусную жару, извините меня, не натопишь русскую печь. Тут даже вот баню затопить в 30 градусов, когда так можно угореть просто. А уж не говоря о русской печи и что-то там в ней готовить. В ней приятно готовить в межсезонье и зимой, но не летом в 30 градусов. Поэтому газовая духовка, газовая плита – это просто, во много крат облегчает мой труд по готовке еды, честно говоря. Вот. У меня теперь очень много вдохновения, что приготовить в газовой плите. Сегодня я вам уже показала, что я купила сыр в нашем местном районном центре и буду делать пирог с сыром и шпинатом. У меня очень много шпината выросло, я часть его заморозила, а часть, значит, я буду его кушать в салатиках, и вот испеку пирог со шпинатом. Наконец-то я могу себе это позволить, что-то печь летом, не зимой только, а летом тоже в том числе. Вот такая история, друзья. Так, значит, я натерла на терке сыр российский, нарезала шпинат, раздавила сюда зубчик чеснока. И сейчас буду выкладывать на тесто и закрывать вот так вот. Получится пирожок. Получится очень вкусный пирог с бомбезной начинкой. С очень полезной бомбезной начинкой. В общем, вот что получилось. Вот так вот выглядит он. С пылу с жару. Очень вкусно, всем рекомендую попробовать, это просто бомбическое что-то. Чесночок придает ему особой вкусноты. И немножко передержала, видите, в духовке, еще никак не могу к ней привыкнуть. Она очень быстро разогревается, на электрической не так быстро. Вот, обязательно попробуйте этот пирог, это просто ум-отъешь. Сейчас подогревала вот пирог со шпинатом и сыром. Вот здесь еще крошки остались на газовой плите. И знаете, такой запах, я не знаю, как вам объяснить, когда готовишь пищу на газовой плите, особый какой-то аромат, смесь вот легкого запаха газа и приготовленной пищи.
И вот этот запах мне запомнился с детства, потому что бабушка когда-то на летней кухне в Краснодарском крае готовила на газу тоже. И вот только сейчас я его снова почувствовала, этот запах приготовленной пищи на газу. Потому что всю жизнь, считай, я готовила на электрических плитах. Я вот сейчас, почувствовав вот этот запах, я снова как будто бы окунулась в детство. Я не знаю, как описать мои чувства, но тот, кто готовит на газу, наверное, меня поймет. Выхожу, значит, на улицу, а тут лежит белка. И смотрите, что у нее в лапах. Бел. Она поймала ящерицу. Белочек, ну что ты ее мучаешь? Вот, мышей ловит тоже, ящериц, лягушек я видела у нее во рту. Вот так вот. А это все их мама Буся приучила, да, Бось? Все мама Буся. Всю маму Бусю научила таскать мышей. Ловит и мышей, приносит на крыльцо, кидает, а они едят. Это надо видеть. Вытащила сейчас Тришку, чтобы она немножко прогулялась. Да, Триш? То сидит дома и сидит. Никак ее не вытащишь. Хоть немножко погуляет. Триша. Тришаня? Да. Смотри, какое дерево классное. Опа, Масюта носится тут. А ты чё боишься? Триш. Здесь вот Кнопа гуляет. Там Мася. Мася уже такая матерая кошечка, ловит мышей, ящериц, лягушек вместе с белкой. Кнопа только привыкает к улице. Тоже как Триша, еле-еле ее заставишь вылезти на улицу. Да, Тришань? Мохнатый жопка. Скажи, как хорошо на дереве. Вот, обнюхивает все, ну хоть погуляет. Мася-то решила к Трише присоединиться. А Триша не хочет, чтобы к ней кто-то подходил. Сидит там, как королевишна. Мася, тебя Триша не подпускает, да? Вот она хулиганка. Сидит там. Друзья, у меня за окном то ли сычи, то ли совы. Вот еще одна сидит. Вон там летает. Крупные такие птицы. И пищат так пи-пи. Слышите? В общем, они сидят на ветках яблони вот здесь. И пищат, и смотрят в окно. Вот интересно, что они тут сидят и что они выжидают? Может, они мышей ловят, а может быть, на моих кошек охотятся. Смотрите, какие крупные птицы. Обалдеть. Прям на макушках яблонь сидят и пищат. У меня здесь на подоконнике очень часто сидят кошки. Возможно, они их видят и за ними охотятся. Возможно, здесь очень много мышей, и они ночью охотятся на мышей. Но они смотрят в мое окно. Вот это вот особенно. Их здесь 3. Я, по крайней мере, видела 3 птицы целых. Представляете? Вот они сидят вот так и пи-пи. Слышите? Вот. Буся на чили, на расслабоне. Масюта, Масютка. Несмотря на то, что у нас были заморозки в мае и побил весь яблоневый цвет, а яблочки на яблонях все равно есть, смотрите. Кое-где их, конечно, немного, но они есть. Вот видите, вот это яблоня, кстати, самые вкусные яблоки на ней. Вот.
Немножко я поем яблок в этом году все равно. Кстати, друзья, пока у нас стояла жара 30-градусная, и я недалеко от своего села, от своей деревни нашла вот такой вот прудик небольшой. На нем построили мостки, и я даже искупнулась. Здесь очень тихо, умиротворенно. Можно отдыхать, загорать. Здесь практически никого нет. Вот, по крайней мере, когда я приезжала сюда, никого не было, ни одной души. Здесь можно купаться, медитировать. В общем, красота. Вы, наверное, уже видели в одном из своих шортсов, я показывала это озерцо или прудик, не знаю, как назвать. В общем, он сверху очень теплый, если в нем купаться, а внизу бьют источники. Здесь, кстати, есть и родник недалеко, можно набрать родниковой воды. На велосипеде я сюда доезжаю минут за 10. То есть это совсем недалеко от меня. Это просто классно, что есть небольшой такой водоемчик, где можно искупнуться в жару. Кстати, называется это озерцо Барский пруд. Видимо, здесь когда-то были барские усадьбы. Вот, и остался вот такой вот раритетный пруд. Здесь, кстати, в округе очень много садов заброшенных яблоневых садов. Очень много яблонь, то есть здесь достаточно живописно и действительно видно, что когда-то здесь были барские сады. В общем, классное место для того, чтобы отдохнуть, помедитировать, искупнуться. Спасибо тому, кто построил вот этот вот мостик. Кстати, у меня есть подозрение, что кто-то из местной деревни, потому что здесь рядом находится еще одна деревушка. Она находится недалеко от нашего села, от нашей деревни. И здесь много дачников, они приезжают летом, и, скорее всего, это кто-то из дачников построил такой мостик. В общем, это еще одно классное место для отдыха, помимо моего сада. Здесь я часто отдыхаю после тяжелого трудового рабочего дня, после того, как устаю от работы в саду в своем, в огороде. Классно сюда приехать, разгрузить голову. Это практически как сходить в церковь, я вам скажу. Посидеть, послушать птиц, почувствовать ветерок на своей коже, искупнуться, послушать тишину, вдохнуть свежий аромат воздуха, попить родниковой водички. В общем, все это тоже влияет на нашу психику, на нашу гормональную систему. Так мы можем исцеляться, созерцая красоту, настраиваясь на ритмы природы, которая нас окружает. Мы также исцеляем свою психику, свое тело в том числе. Рекомендую вам побольше проводить времени на природе. Ну или хотя бы созерцать вот такие красивые видео атмосферные, где показывают природу, где есть приятная музыка, звуки природы есть. В общем, как психолог, я вам рекомендую больше проводить времени на природе, хотя бы 15 минут в день уделять себе вот такое-то время, чтобы отдохнуть. Это очень положительно влияет на наше здоровье, друзья. В общем, вот такая история, друзья. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.